Привет, друзья! Сегодня мы обсудим, кто входит в машинную команду круизного лайнера. Ведь недавно мы делали выпуск о всей команде в 1300 человек, на какие департаменты эта команда делится, кто здесь вообще работает и какую позицию можно занимать. Сегодня же мы возьмем лимитированно чисто Engine Team, где работаю я. Также это будет интересно тем, кто только собирается поступать куда-то учиться, чтобы можно было выбрать или на мостик, или в машинную команду. Также рассмотрим, чем отличается команда круизного лайнера машинного отделения от обычного карго и сколько вообще человек сюда входит. Так что давайте посмотрим. Как я тебе уже рассказывал в разных видео, также на моем TikTok канале, очень много делал про это, сколько человек работает в машинной команде на круизном лайнере. В среднем это от 90 до 110 человек. Цифры примерные, так как от лайнера к лайнеру зависит его размер, кто включен в эту команду, потому что каждая компания может урезать штат или наоборот добавить. И как всегда, мы начнем с топовых офицеров. Кто сюда входит, кто глава департамента и чем они занимаются. Самый главный — это Chief Engineer. То есть старший механик, который отвечает за всю техническую часть и операции, которые происходят по судну от лица машинной команды. За ним чаще всего стоит последнее слово, принятие каких-то важных решений, ремонта, коммуникации между офисом и судном и какие работы распоряжать между своими подчиненными. Если очень просто, это что-то типа капитана, только для машины. Далее у нас идет Staff Chief. Это второй Chief Engineer, он первый заместитель старшего механика, но он больше заведует именно самой машинной командой, что происходит в машинном отделении. Также касается отеля, но по большей части он взаимодействует уже с самими инженерами, так как самый старший механик, он больше сидит в офисе, отвечает на миллионы имейлов, составляет разные графики, процедуры, экономию топлива, бюджет и тому подобные бюрократические вещи. В то время как стафф, он заведует именно самими командами, распределением работ, что мы делаем сегодня, планированием, утренние митинги о том, что нам предстоит вообще сделать и каких результатов достичь. Следующий идет Hotel Engineer. Это тот самый механик, который перед тем, как стать старшим механиком, заведует всем отелем. Ты уже, наверное, понял, что на круизном лайнере 21 дека, 23 бывает, и само судно 340 метров. Это довольно-таки большой, как маленький город на плаву, который перемещается от порта в порт, и всех гостей нужно обслуживать. Все эти гости употребляют воду, моются, используют туалет, кондиционирование и всякие штуки в отеле. Также сюда входят рестораны, бары, кухня, и на каждом из этих узлов есть какой-то эквипмент, который работает. Также сюда относятся и бассейны, и разные штуки, так скажем, для развлечения гостей. И все это надо обслуживать, следить, чтобы трубы были вовремя поменены, различные датчики, сенсоры, процедуры, замена воды, насосы и все, скажем, отельные ручки и все остальные причиндалы отеля, которые ты только можешь представить. И за этим всем и следит тот самый хотель-инженер, который делает заказы, смотрит за выполнением работы, координирует своих подчиненных в отельной зоне. Также на нашем лайнере есть такая позиция, как газовый механик. Это то же самое, что и хотель, просто он отвечает за всю газовую систему. То есть наше судно ходит на СПГ, сжиженном натуральном газе, и этот механик отвечает за бункеровки, принятие газа, система распределения, доставки его к двигателям, также часть системы идет к котлам, и за все оборудование, которое включает весь объем работ газовой системы. Далее по иерархии идут два первых механика. Один из них отвечает за главные двигатели и всю работу в машинном отделении, то есть, так скажем, как я вам говорил до этого, он помогает стафф-чифу распределять работы и организовывать фитеров, то есть тех самых людей, которые именно делают саму уже работу.
То есть с утра на разводке распределить, скажем, 2 человека идет туда, 3 на это, 5 на то. Ну и также сам он следит, основная его задача за главными двигателями и некоторыми вспомогательными механизмами круизного лайнера. Второй первый механик уже заведует вахтами, то есть он просто следит, так скажем, дублирует вахтенных, чтобы они ничего не забыли, вовремя заполняли документацию, какие работы им предстоят. По сути, эта позиция создана для того, чтобы помогать вахтенным покрывать всю бюрократию, которая здесь существует. Так как лайнер очень большой, существует много процедур, различных планов и тому подобного. На самом деле эта позиция не такая прям важная, и как мы смеемся, она одна из самых простых и в то же время хорошо оплачиваемых. Далее идут 6 вторых механиков. 4 из них покрывают вахту, то есть занимают в пульте управления 24/7, управление судном, держат вахту, следят, что все работает, запускают двигатели, что-то останавливают. И каждый из них ответственен за свои механизмы, которые здесь присутствуют. Другие два, они на дневном рабочем дне. Один из них занимается отелем, про который я вам уже рассказывал, есть отель-инженер. То есть он ему просто помогает, тоже бегает по кругу, проверяет системы и докладывает ему. Так как отель-инженер большую часть времени проводит в своем офисе. Последний заведует биореактором. Это специальная система, она очень большая. Также туда включается инсинератор, весь мусор и тому подобное. То есть весь эквипмент, который относится к этой части. И биореактор, про который я вам говорю, это устройство, скажем, не устройство, а система, которая обслуживает всю какаху, серую воду, ее обработку и выкачку за борт. Для этого есть специальный человек. Далее идут у нас третьи механики, которые также, по 4 из них стоят в вахту. И еще есть дневные, которые тоже бывают, помогают по ремонту, бегают, делают изоляцию, закрывают клапана, заполняют какие-то бюрократию и бумаги и просто ассистируют. Также ко всему этому присутствуют 2 кадета, которые как студенты просто учатся и готовятся стать будущими офицерами. Далее идет позиция моторист. Всего у нас их где-то 5 штук. 4 покрывают вахту вместе с третьим и вторым. И другой, он по отелю ходит и смотрит за бассейнами. То есть пул-машинери моторист такой, который следит за всем хлором, pH, чтобы химия везде была добавлена. Насосы работали. И джакузи и бассейны держались в хорошем состоянии. Следующая позиция — технический клерк. Или секретарь по-другому, который сидит рядом с офисом старшего механика и занимается всей бюрократией и бумажной работой, которая наваливается на него, чтобы никто не забыл, когда у него тренинг, какие-то документации, митинги, различные работы с бумагами, документами и тому подобного. В общем, коротко, секретарь старшего механика. Далее идут ребята, которые отвечают за склад. Про это я уже рассказывал в своем предыдущем видео. Сторкиперы, которые следят, что все запасные части, которые приходят на борт, были распределены на свои полки, подписаны, мы знали их количество и они были занесены в систему. Далее идут сами фиттеры, то есть те самые ремонтники, которые совершают в основном 90% всех ремонтных работ на борту. Их что-то в районе 9-10 человек. С утра на разводке они получают задание. Кто-то разбирает движок, кто-то идет за насосом, кто-то где-то варит трубу и занимается еще различными работами. Также они помогают ассистировать вахтам по их эквипменту и совершать ремонт, который вахтенные не успевают частенько делать. Далее идут 7-9 человек вайперов. То есть это самый, так скажем, низший класс, или откуда начинают в обычных карго все люди. Это уборщики, которые все убирают, чистят, выносят мусор, полируют, красят, приносят какую-то дополнительный эквипмент, если тебе нужно, так скажем, дополнительные руки, что-то поддержать. То есть самая такая обычная работа, как говорится, бери больше, кидай дальше. Как тебе скажут, то ты и делаешь. Следующей к машинной команде относятся 5 человек мусорного отделения. То есть это
так скажем, помещение, куда со всего лайнера приносят весь мусор. Как-то про это я уже делал видео на ТикТоке. Могу также сделать развернутые видео здесь. Если вам интересно, оставьте свое мнение в комментариях, что вас вообще интересует. И мы сделаем отдельный сюжет для этого. В общем, 5 человек, они занимаются инсинератором, запускают его, сжигают мусор, сортируют, скидывают банки в одну кучу, стекло в другую. В общем, сортировщики и также помогают мусор, который нельзя утилизировать на лайнере, спустить на берег. Ну и конечно, про кого мы еще забыли? Забыли про электронов. Электронов на лайнере тоже в районе 10 человек. Начинается все со старшего электрика, став это. Он как менеджер типа старшего механика, только для электрической части, распределяет всю работу по электрике. Далее у него есть несколько первых механиков, которые заведуют один азиподами и электрической установкой движения судна, также распределительными щитами. Второй из них заведует за отель и все, что в нем связано. Так как вы сами понимаете, я уже про это говорил, в отеле очень много кают, различных систем, подсистем, блоков, электрических распределительных щитов и еще всякого эквипмента, за которым тоже надо следить и обслуживать. Далее идет парочку вторых электришенов, которые тоже распределены между машиной, отелем и вспомогательными системами. И они бегают между собой, часто меняются и занимаются, так скажем, уже какой-то конкретной изоляцией какого-то оборудования. Два третьих электришена, которые один ночной, другой дневной, они больше на подхвате, то есть если какие-то мелкие незаурядицы случаются по обслуживанию лифтов, еще что-то, они занимаются в основном этим. И далее обычные электрики идут и IT-специалисты, которые занимаются уже оборудованием электроники, компьютерами, которые просто меняют лампочки, что-то чинят и совершают мелкий ремонт, так скажем, первые руки, которые помогают офицерам-электрикам в работе в отеле и в машинном отделении. Их где-то насчитывается в районе 13-15 человек, я имею в виду всех вместе, кто занимается и IT-сектором, и чисто электричеством. Также у самого отеля есть свои фитора, которые что-то ремонтируют и фиксируют. Их тоже человек 5. Следующая большая часть людей, которые тоже относятся к отелю, это карпентеры и пламберы. То есть это те самые люди, которые чистят засоры в трубах, отвечают, так скажем, за говняшку. И карпентеры, которые чинят различную мебель, шкафчики, стулья. Если клиенты на что-то жалуются, скажем, гости, чемодан у них сломался, могут починить за какую-то плату. И всякие вот такую мишуру. В дополнение к этому еще есть два фитера для дек-команды, для мостика. Ну, сами понимаете, рогатым все время надо что-то чинить. А так как сами они не особо что-то умеют, им предоставлено два фитера в помощь. В целом это все. Это и есть те самые 90-110 человек, которые входят во всю машинную команду. Представляете, сколько народу, и одновременно каждый из них совершает какую-то манипуляцию с каким-то оборудованием каждый день. Поэтому ответственность довольно-таки большая, и один старший механик, который заведует всем машинным отделением, несет на своих плечах ответственность за каждого, кто присутствует, кто допускает какие-то ошибки или наоборот проявляет себя. Но в целом иерархия строится вот таким образом. И теперь ты знаешь, если ты хочешь устроиться на круизный лайнер, из чего она состоит. Если у тебя есть еще какие-то дополнительные вопросы, обязательно оставляй комментарий, ставь колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео, поделись также этим видео, поставь лайк. И что ты думаешь вообще по этому поводу? Хотел бы ты работать на круизном лайнере в машинной команде и бороздить океаны, просторы, гладь воды, которая распространяется на сотни миль вперед? Спасибо, друзья, что были со мной. Увидимся в следующих сериях.